Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал и смотрите мою передачку «Обнимашки с диктаторами» о международной политике. В нашем мире пропаганды и конспирологии не так просто разобраться, как наш мир устроен и как он работает. Вот я стараюсь рассказывать это вам, и если вы еще не подписались на наш канал, обязательно сделайте это, здесь будет интересно. Вот вы меня давно очень просили поговорить о такой важной международной теме Латинской Америки, которая в последнее время как-то особенно сильно бурлит. Ну, она вообще часто бурлит, но там просто что-то все пошло совсем в разнос. Ну, во-первых, вот этот многолетний непрекращающийся кризис в Венесуэле, противостояние режима Мадуро и его противников, которое привело просто к гуманитарной катастрофе, к миллионам беженцев. И пока вот, к сожалению, выхода из этого не видно. Но сейчас там просто вот как эффект домино пошли другие страны бурлить. Вот, скажем, соседний Эквадор, где вроде все было спокойно и был популярный президент-популист Рафаэль Корреа, он ушел, его преемник резко сменил политику, начал делать реформы, вернул сотрудничество с Международным валютным фондом. Это привело к невероятным протестам. Протестующие даже захватили столицу Кито, и правительство было вынуждено оттуда на время уехать. В Чили крупнейшие протесты за все 3 десятилетия после демонтажа диктатуры Пиночета. Пожгли там десятки станций метро, просто полный разгром. Ну, реально бастует вся страна. Очень много, наверное, вы об этом читали и слышали. Боливия. После почти 1,5 десятилетий у власти там отстранили президента Эво Моралеса, одну из икон международного левацкого популизма, который был вынужден из страны бежать. На этом история не заканчивается. Аргентина, резкая достаточно смена курса, смена президента на выборах и возвращение популистов из такой группы аргентинских политиков, которые называют перонисты. Это последователи президента-популиста Хуана Перона. И в частности, вот бывшая президент Кристина Киршнер, старая подруга Владимира Путина, вернулась к власти вместе с новым президентом Фернандесом. Бразилия как-то вот успокоилась, хотя вы, наверное, видели, что ее очень сильно колбасило в предыдущие годы. Там был крупнейший экономический кризис, объявили импичмент президенту Дилме Русефф. И сейчас вот в результате президентских выборов в прошлом году пришел к власти такой достаточно радикальный политик Жаир Больсонаро, которого называют латиноамериканским и бразильским Трампом. Он действительно резок на язык, и я сейчас вам о нем чуть подробнее расскажу. И он затеял пакет таких очень серьезных экономических реформ, которые призваны разрушить вот политику предыдущих администраций. Там политики левого толка почти 2 десятилетия находились у власти, и они проводили, в общем, такую политику с определенным уклоном в социализм, большие субсидии, социальные гарантии и так далее. И вот Больсонару грозит все это демонтировать и провести там такой правый переворот. Пока у него достаточно серьезная поддержка, хотя рейтинги его популярности падают. Но я думаю, что с учетом всего того, что он собирается сделать, кстати говоря, повысить пенсионный возраст, я думаю, что бразильцы так просто не остановятся, и, скорее всего, нам стоит ждать серьезного возвращения напряженности в этой стране тоже. Вот давайте поговорим о причинах этого. Я думаю, что мы за час или около того, конечно, не сможем там все аспекты
происходящего в Латинской Америке обсудить, но давайте поговорим о том, собственно, почему их так все время колбасит. Ведь это же, в общем-то, не прекращается десятилетиями. Ну, так вот, скажем, на том же европейском континенте ничего подобного мы не видим. Ну, там тоже есть какие-то протесты, смены власти, но там в целом есть какая-то более мирная, принятая обществом система функционирования там, политических, экономических институтов, там гораздо выше социальные стандарты. И, в общем, вот таких революций постоянных, как в Латинской Америке, мы там не видим. Вот, собственно, давайте сегодня так объемно скорее поговорим о том, почему страны Латинской Америки вот так вот бросает из стороны в сторону и в чем причины вот этого перманентного бурления, которое никак не заканчивается. Ну, действительно, вроде вот, во-первых, страны Латинской Америки, они, ну, большинство из них это все-таки демократии. Если вы посмотрите на карту того же Freedom House, вы увидите, что здесь очень много закрашено зелененьким, то есть это страны, которые соответствуют статусу полностью свободных, либо желтеньким, частично свободных, ну то есть это, скажем, гораздо свободнее, чем Россия. Да? А это вот там желтый статус, это примерно то, что сейчас Украина имеет по рэнкингу Freedom House. Там есть там, пара тяжелых таких фиолетовых пятен несвободы, это Венесуэла и Куба, но это скорее исключение. То есть, в принципе, там свобода, там демократия, но вот большого счастья многим это не приносит, и нестабильность продолжается. Кроме того, надо сказать, что страны Латинской Америки-то они, например, получили независимость от своих колонизаторов, прежде всего от Испании и Португалии, довольно давно, еще в 19 веке, и многие даже в первой половине 19 века. Но вот все это никак не устаканится, и общество недовольно, есть какие-то системные проблемы. Вот я бы назвал такие проблемы прежде всего три. И первая из них, это как вот был такой, многие люди, которые родились в Советском Союзе, с ностальгией вспомнят штамп, который назывался «Тяжелое наследие колониализма». На самом деле это не шутки, и я вот хотел бы вам порекомендовать книгу, которую очень хорошо знают зрители моей программы «Где деньги» на Навальный Лайф. Это одна из лучших книг современности, такая политэкономия современного мира от известных экономистов Даррена Аджемоглу и Джеймса Робинсона. Эта книга называется «Почему одни страны богатые, а другие бедные». На самом деле она в оригинале по-английски называется по-другому «Why Nations Fail». Но вот там много думали, обсуждали с коллегами, все-таки Why Nations Fail, так вот, чтобы хорошо и точно, но без мата, на русский язык перевести сложно. Наверное, если попробовать, то получится там, почему у стран ничего не получается, скажем так. И эта книжка очень здорово и объемно объясняет, в принципе, как устроен современный мир и какая роль общественных, политических, экономических институтов в развитии государств. И вот они очень много пишут там про Латинскую Америку и относят эти страны к такой группе стран с экстрактивными институтами, как они это называют. Что это значит? Это вот полностью соответствует, в принципе, идее колониализма. Это когда вы не хотите и не собираетесь развивать все общество, делать всех людей благополучными и богатыми, и давать всем абсолютно членам общества возможности для развития, самореализации и так далее, а вы делаете ставку на том, что вот у вас есть какой-то ресурс, вы его перераспределяете, и, собственно, те люди, которые занимаются этим перераспределением, они имеют чуть больше, чем остальные. Они постоянно извлекают какую-то ренту из, там, я не знаю, полезных ископаемых, каких-то производств первого передела и так далее. А вот эти ресурсы где-то у кого-то концентрируются, но только у ограниченной части общества. Для остальной части общества они не предназначены. Ей может что-то перепадать в виде подачек от вот этих людей, которые сели на ренту и ее пилят. Но вся модель не предназначена для того, чтобы все общество все время богатело и жизнь становилась лучше. Все общество настроено на то, что вот есть рента, наша задача ее как-то пилить. Те, кто ее пилит, конечно, большую часть оставляют себе. И это полная противоположность тому, что экономисты Аджемоглу и Робинсон называют инклюзивными институтами. Инклюзивно, это значит включать. Да? Система, которая предполагает включение как можно больших членов общества в процесс развития, в процесс самореализации и в том числе обогащения в ходе этого дела. Вот мы, скажем, можем видеть контраст двух Америк, скажем, когда
500 лет назад испанцы колонизировали американский континент, то вот эта вот часть, которая сейчас относится к Латинской Америке, там от Мексики до Анд, она была довольно богатой и развитой. И, собственно говоря, испанские колонизаторы на нее делали акцент. И там она при индейцах была богатой и развитой. И после того, как там были выстроены колониальные институты, это, в общем, были такие крупные, тоже очень экономически мощные испанские, потом португальские колонии. То есть вот эта вот часть, она была гораздо богаче и гораздо продвинутее того, что мы знаем как Северная Америка, Соединенные Штаты и Канада, которые были, в общем-то, глубокой деревней. Там какие-то индейцы, значит, охотились на бобров или кого еще, и больше, в общем, ничего не было. Да? Вы видите, как за 500 лет картинка кардинальным образом перевернулась. Сегодня Северная Америка рулит не только на американском континенте, но и во всем мире. Соединенные Штаты и Канада задают стандарт развития, богатства и, в общем, являются крупнейшими игроками на международной арене. Что такое произошло? Вот экономисты Аджемоглу и Робинсон это подробно объясняют, что испанские колонизаторы и португальские колонизаторы в Латинской Америке выстроили такую систему, которая, в принципе, вот для нее важна только территория и ресурсы. Люди, которые там живут, для нее не очень важны. Они являются там либо инструментом такой дешевой рабочей силы для того, чтобы эти ресурсы эксплуатировать, либо, значит, если они мешают, то, в общем, как говорится, по законам военного времени в расход. И на самом деле вот здесь я хотел остановиться и пару слов сказать о колониализме как таковом. Меня одна слушательница подробно спросила об этом в Инстаграме, а что я в принципе про колониализм думаю. Европейский колониализм в странах третьего мира. И вот, конечно, я хочу сказать здесь, что несмотря на вот эти все внешние эффекты и рюшечки, да, ну вот вы когда приезжаете в эти страны, вы видите там какую-то португальскую крепость. Или там красивые, значит, голландские домики, да, или какой-нибудь особнячок английского губернатора, да. На фоне как-то местного хаоса и разрухи это смотрится очень красиво, вы с этим фоткаетесь и думаете, какие молодцы колонизаторы. Вот здесь была дичь дикая, а тут они все-таки хоть что-то, значит, какую-то территорию облагородили. А все это дело не должно у вас создавать никаких иллюзий, потому что на самом деле колониализм был очень жестокой эксплуататорской системой, который выстроил вот эти вот институты, позволяющие обогащаться узкому кругу людей за счет ренты, природной ренты, сырьевой ренты, не делиться этим или ограниченно делиться с остальным обществом. И как бы вся система вот этих так называемых экстрактивных институтов, она не настроена на развитие. На то, чтобы вот из ничего дать всем людям возможности, чтобы они стали богатыми, как это смогла сделать Северная Америка, Соединенные Штаты и Канада. А продолжать содержать систему, которая просто настроена на то, чтобы те или иные ресурсы пилить. Возможно, кому-то иногда раздавать подачки, но тем не менее система, которая закладывает сама по себе глубокое неравенство, которое, в общем, не ушло с тем, как колонизаторы покинули латиноамериканский континент. И, к сожалению, вот новые независимые государства, которые на базе этого возникли, они, в принципе, вот эту рентную систему эксплуатации ренты сохранили. Когда там были режимы поправее, они, значит, использовали ее для того, чтобы обогащалась правящая элита. Когда там были режимы полевее, они пытались эту ренту как-то раздавать, типа народу, да. Но никто из них в общем и целом, хотя есть хорошие исключения, мы о них поговорим, никто из них не смог сломать вот эту систему перераспределения ренты и заменить ее на экономику, которая смотрит в будущее, которая дает возможность самореализации всем членам общества и которая обеспечивает адекватное равное развитие. Вместо вот этой колониальной эксплуататорской рентной модели, которая закладывает неравенство. И вот когда сейчас происходили серьезные протесты в Латинской Америке, я думаю, многие из вас слышали и читали, что вот там очень многие эксперты и участники этих протестов, они называют неравенство, глубокое укорененное неравенство в качестве одной из ключевых причин недовольства, которое ведет вот к таким масштабным бунтам. Вот давайте немножко посмотрим на цифры, как все это дело выглядит в цифрах. Обнимашки с диктаторами. Вот график, который вы сейчас увидите на экране, он показывает латиноамериканские страны в сравнении с другими странами, в частности развитыми странами Европы и Северной Америки, по так называемому децельному коэффициенту. Это коэффициент, который
соотносит доходы 20% самых богатых членов общества к 20% самых бедных. И эти данные из ежегодного отчета Организации Объединенных Наций, который оценивает вот так называемый индекс человеческого развития, Human Development Index. И вы, конечно, на графике видите, что страны Латинской Америки по неравенству, вот отношению доходов самых богатых к самым бедным, но они очень сильно выбиваются из нормального ряда. Если, скажем, для стран Западной Европы и Канады это соотношение 5-6, а вот для таких более продвинутых стран, как там Норвегия, Дания и, кстати говоря, Чехия, около 4 и даже меньше, то в Латинской Америке это может достигать 10 и более раз разницу между доходами самых богатых и самых бедных. Конечно, такое вопиющее неравенство вызывает очень серьезное недовольство в обществе. И в целом речь не только о неравенстве, а о том, что вот эта система, такая рентная, эксплуататорская система, унаследованная от колониальной, она в принципе не способствует человеческому развитию. Вот если вы посмотрите на следующий график, вы увидите, что среди стран Латинской Америки довольно много стран, которые входят в число наиболее развитых в мире с наиболее крупным валовым внутренним продуктом. Вот вы видите, что Бразилия, скажем, в десятке. Здесь показаны страны только Южной Америки, здесь нет Мексики. Но Мексика на 15-й строчке в мире. И в целом вот мы видим, что там в топ-50 первых крупнейших экономиках мира есть там Чили, Колумбия. Кстати, Колумбия опережает Чили. Вот отметьте себе этот момент. Мы чуть подробнее поговорим и о Чили, и наследии реформ Пиночета, и о том, что происходило в Колумбии последние пару десятилетий. Но, тем не менее, вот вывод в том, что среди латиноамериканских экономик есть довольно крупные, которые, в принципе, хорошо смотрятся на мировой арене. Но при этом, если посмотреть вот на другой индекс, вот сейчас вы чуть-чуть попозже его на экране увидите, это вот тот самый индекс человеческого развития, который составляет Организация Объединенных Наций, который учитывает там самый широкий объем параметров и здравоохранение, и образование, и, кстати говоря, то самое неравенство. В общем и целом этот индекс человеческого развития, он определяет вот то самое качество жизни. Насколько люди довольны жизнью, насколько по самым разным параметрам они могут себя чувствовать счастливыми, ощущать, что у них есть возможности для самореализации. И вот сейчас вы увидите этот график. Вот что вы на нем видите? То, что страны Латинской Америки, несмотря на то, что по размерам экономики многие из них довольно крупные и входят в какой-то мировой топ, вот здесь самая такая передовая страна, которая по уровню человеческого развития опережает других соседей по Латинской Америке, это Чили. Она находится всего на 42-м месте. И в целом лучшие страны из Латинской Америки еле-еле попадают в топ-50. То есть мы видим, что уровень человеческого развития очень сильно отстает от общего развития экономики. То есть экономика-то может производить много всего полезного, но это не достается значительной части людей. И это как раз вот возвращает нас к тому, о чем я говорил. И в том числе, конечно, колониальное наследие здесь несет свой такой достаточно тяжелый отпечаток. И есть еще одна причина, на мой взгляд, почему Латинская Америка за последние там 70 лет все-таки не сдвинулась в ту сторону, по которой пошла, например, Европа, которая на обломках разрухи, доставшейся после Второй мировой войны, построила нечто очень приятное, что людям нравится. Все люди стремятся вступить в Евросоюз, и даже наши коррупционеры стремятся прикупить там недвижимость и отправить туда детей. Всем нравится Европа, но Европа не всегда была такая. 70 лет назад Европа была просто адским адом. И вот как им на обломках удалось что-то благоприятное построить, и почему Латинской Америке не удалось? Несмотря на вроде бы демократию и несмотря на, в принципе, довольно давнее избавление от колониализма, вот здесь, на мой взгляд, мы возвращаемся к разговору о том, что многие из нас недооценивают. О том, насколько эффективным способом обеспечить нормальное, достойное развитие стал Европейский Союз. Вот эта базовая идея европейской интеграции, на самом деле трансатлантической интеграции между Европой и Северной Америкой, которая очень сильно, во-первых, расширила поле для экономических агентов, и для людей, и для рынка труда, и для инвесторов.
для того, чтобы гораздо эффективнее планировать какие-то свои идеи, продукты, проекты и так далее. Потому что когда вы экономически интегрируете, создаете общий рынок, общие правила, то всем работать проще, всем работать эффективнее. Вы очень резко снижаете межстрановые барьеры и издержки. Вы гарантируете стабильность большого пространства, где живет много людей, и когда эти люди богатеют, то и бизнесу становится лучше, он может лучше зарабатывать и так далее. Вот у нас была большая передача про Европейский Союз несколько недель назад. Обязательно пересмотрите ее. Я объяснял вот все эти преимущества интеграции, вот синергии, которая создается, когда страны вступают вместе в вот какой-то такой серьезный политико-экономический блок. Есть еще одно преимущество. Когда вы создаете такой блок на принципах демократии, прав человека, равенства возможностей, то, конечно же, это служит очень мощным барьером против того, чтобы отдельные национальные правительства начинали чудить всячески и проводить эксперименты на людях, пытались восстанавливать какие-то автократические эксплуататорские институты. И вот посмотрите, как в Европе это происходит, когда какой-нибудь Орбан в Венгрии или Качинский в Польше пытается что-то там опять под себя подмять. Тут же хранители демократических ценностей из Брюсселя там хорошо дают ему по голове. И говорят: мужик, ты хочешь оставаться вот в едином европейском пространстве, которое, в общем, дало тебе все, что ты получил за последние там несколько десятков лет. Ну тогда соблюдай некие правила общежития, демократические правила, правила открытости, правила взаимного уважения и верховенства права, которые здесь приняты. Вот в Латинской Америке, чем Латинская Америка отличалась, конечно, очень сильно от Европы и трансатлантического пространства в целом, здесь какого-то такого единого блока, созданного после Второй мировой войны, не было. Никакой интеграции здесь не было. Здесь все сидели, в общем, по своим национальным квартиркам, со своими тараканами, со своими протекционистскими барьерами, со своими идиотскими идеями в плане там то субсидий налогов, то какой-то, значит, неолиберальных чикагских экспериментов там и так далее. Да? И вот этой синергии создать не удалось. То есть Латинская Америка отличается от Европы тем, что это, в общем, такие разобранные национальные кухоньки, а вместо того, что создавалось на европейском континенте за последние 70 лет создали мощный совместный синергетический проект, который взаимно обогатил и сделал благополучными всех. Никакого такого единого проекта на латиноамериканском континенте, к сожалению, не было. Более того, здесь можно было наблюдать гораздо худшие вещи. Здесь вот это противостояние коммунистического блока с Соединенными Штатами, оно прям разгулялось вот по полной, да, и, к сожалению, здесь очень деструктивную роль в политике на латиноамериканском континенте в второй половине 20 века играли Соединенные Штаты. С сожалением вынужден это говорить, но это факт. В полную противоположность тому, что американцы делали в Европе, там был план Маршалла, где они вбросили огромные средства в восстановление послевоенной Западной Европы, где они делали все для того, чтобы способствовать прекращению вот этого векового противостояния между Францией и Германией, и заставить их объединиться в единый союз, который потом стал очень успешным. Думаете, это было просто? Немцев с французами помирить? Нет. Это вот, кстати, еще один повод говорить о том, насколько, в принципе, велика роль, позитивная роль американцев в мировой истории, там, скажем, последнего столетия. Они сделали то, что, в общем, никому не удавалось. Помирили французов с немцами, но американцы не везде себя так вели. Вот, к сожалению, видимо, потому что они рассматривали Латинскую Америку как свой задний двор, да, они решили, что там надо сосредоточиться на Европе, и все ценности, значит, демократии и так далее, прежде всего развивать там, а Латинская Америка подождет, какая-то деревня, периферия, и там они проводили, к сожалению, совершенно ужасную политику поддержки самых худших диктатур, абсолютно брутальных диктатур, которые ничего не дали Латинской Америке в плане развития, но, к сожалению, оставили очень тяжелый шрам, который пылает до сих пор, в том числе и вот в протестах в Чили, о чем мы с вами чуть подробнее поговорим. Там были совершенно постыдные истории, и вот пресловутый скандал Иран-Контрас, который сотряс администрацию Рейгана. И, например, президент Рейган ездил в 1982 году в Центральную Америку,
и хвалил там диктатора, гватемальского диктатора Риос Монта, как человека, которому мы абсолютно доверяем, с безупречной репутацией. Этот Риос Монт с безупречной репутацией некоторое время назад в Гватемале был приговорен судом за преступление против человечности и геноцид. Вот как бы такой факт, да, с кем американское руководство работало. Ну и в целом это вот была такая политика и реалполитик, которая проводилась американскими дипломатами школы Генри Киссинджера, наверное, правильно его назвать как лидера вот этой всей политики. Киссинджер был советником по нацбезопасности и потом госсекретарем при президенте Никсоне и его преемнике Джеральде Форде, после того, как Никсон ушел там в отставку за несколько секунд до возможного импичмента. Так вот, Киссинджер как раз проводил такую политику реалполитик, типа, ну вот там диктатуры, нарушение прав человека в каких-то странах, это реальность, нам надо решать свои задачи, обниматься с диктаторами. Сейчас вы видите на экране, как Киссинджер, престарелый уже Киссинджер, обнимается с Путиным. Путин, кстати, его очень любит, вот ровно за это. Путин очень хочет, чтобы Соединенные Штаты наконец сказали, там, нам не важно, что в России диктатура и кого-то обижают, и страна никуда не развивается. Главное, что мы с Путиным обнимаемся, о чем-то договорились, решили какие-то свои дела и пошли вперед. Вот ровно так, к сожалению, США вели себя в Латинской Америке. Это создало очень нехороший имидж, в принципе, демократическому миру. Вот эти все диктатуры, которые при поддержке Соединенных Штатов там в Чили, Бразилии, Аргентине, Парагвае, они проводили скорее политику такого правого толка. Они очень сильно отвратили значительную часть населения от каких-то здоровых правоцентристских идей, вообще от имиджа политики с правым уклоном, что способствовало вот этому экстремальному левацкому уклону. То есть вот этот маятник весов, он раскачался гораздо сильнее. Да? Поэтому, на мой взгляд, вмешательство США и поддержка вот этих вот диктатур во второй половине 20 века, это было крайне деструктивным делом. Ну и в целом, повторю, что вот одной из проблем Латинской Америки, то, что они не смогли создать такого большого интеграционного объединения, как смогла сделать Европа и как смогло сделать трансатлантическое пространство, это сильно помогло бы им вместе двигаться, создавать и общий рынок, и общее правовое пространство, и вместе двигаться к большей конкурентоспособности в глобализованном мире. Ну и третий момент, который я хотел бы назвать, это свобода торговли. Вот здесь, к сожалению, Латинская Америка осталась очень серьезным образом на периферии, не в последнюю очередь потому, что она как раз не вошла вот в этот клуб развитых демократий, которые сближались между собой и пространство свободы торговли расширяли. Хотя вообще вот нельзя сказать, что Латинская Америка от глобализации не выиграла. Как раз наоборот. Преимущества для Латинской Америки от глобализации в последние 30-40 лет были прям вот сильно очевидные. Вы можете это увидеть сейчас вот на графике. Это совокупный ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он там в 90-м году составлял в районе $1 триллиона. Сейчас это около 6 триллионов. Вот такой вот резкий, небывалый, невиданный доселе скачок. Это, в принципе, стало возможным из-за доступа на международные рынки, из-за того, что Латинская Америка приняла участие в глобализации, в росте международного экономического оборота. Как мы с вами говорили здесь в предыдущих передачах, начиная с нашего пилотного выпуска, глобализация – это хорошо. Это мировая экономическая и политическая интеграция, которая способствует снятию барьеров для развития, снижению бедности и массе позитивных эффектов. Поэтому, если кто-то вам будет говорить, что глобализация что-то плохое, посылайте этого человека подальше, смотрите лучше нашу передачку и подписывайтесь на мой канал. Но здесь важно понимать, что несмотря на все эти бенефиты и преимущества, которые латиноамериканские страны глобализации получили, это все было совсем не в том масштабе, которым могло бы быть, если бы, к сожалению, они не оставались периферией, потому что все-таки, если посмотреть, например, на соглашение о свободе торговли, которое есть у стран Латинской Америки с там, развитыми западными странами, к сожалению, это немного. И там, прежде всего, здесь основной прогресс в основном начался только в 2000-е годы. Ну вот, скажем, там администрация Буша заключила соглашение о свободе торговли с Чили, с Перу и со странами Центральной Америки. Это продолжил политику Барак Обама, который подписал соглашение о свободе торговли с Панамой и Колумбией. Кстати говоря, я хочу сказать, вот, что я часто ругаюсь на
республиканскую партию в США. Но вот здесь я должен сказать, что Джордж Буш-младший, он проводил последовательную политику либерализации торговли и как раз включения вот этих вот многих латиноамериканских стран, не всех, к сожалению, но очень многих, в вот эту систему совместного общего экономического оборота. Вот это было очень здорово, это был правильный шаг и серьезный разворот от предыдущей политики, когда, в принципе, США там поддерживали каких-то диктаторов, которые обеспечивали зеленую улицу американским корпорациям. Так что вот это как раз такой тектонический сдвиг в сторону интеграции Латинской Америки в зону свободной торговли с развитыми странами. Надо сказать, что он начался при Буше. Какие-то соглашения есть о свободе торговли у Латинской Америки с Евросоюзом. Тоже здесь, к сожалению, в основном прогресс случился в нулевые годы. В 90-е подсуетилась только Мексика с соглашениями о свободе торговли с США и Европой. И, кстати говоря, это очень сильно повлияло вообще на прогресс в Мексике и на ее вытаскивание из той экономической ямы, в которой она находилась. Чуть подробнее мы к этому вернемся сейчас. Но в целом, вот несмотря на то, что здесь какое-то движение есть, надо сказать, что из мирового режима свободы торговли Латинская Америка, к сожалению, была выключена в последние десятилетия и получила свои преимущества от глобализации, но не в полной мере, недостаточно, не так, как могла. И, к сожалению, вот еще раз остается там утереть слезу по одной важной глобальной идее последних лет, которая должна была состояться, но не состоялась. Это вот пресловутое транстихоокеанское партнерство, которое успел подписать в последние месяцы своего нахождения в офисе президент Барак Обама, который создавал бы невероятную зону свободной торговли на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Япония, страны Юго-Восточной Азии, страны Латинской Америки, Соединенные Штаты и Канада. Но вот президент Трамп, одной из первых вещей, которые он сделал, когда пришел к власти, он выкинул все это в мусорную корзину, сказал, что США участвовать в этом не будут. И это, конечно, был очень мощный удар. Я уверен, что вот идею транстихоокеанского партнерства и глобальной зоны свободы торговли и экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе все это дело надо реанимировать как можно скорее. И это для Латинской Америки принесет, конечно же, как можно больше выгод. Вот это та самая идея с участием в неком серьезном международном блоке, который настроен на развитие и снимает межстрановые барьеры. То, что очень хорошо получилось у Евросоюза, но то, чего очень сильно не хватало латиноамериканским странам. Таким образом, вот три причины того, что они, к сожалению, находятся на мировой периферии, это наследие колониализма, это отсутствие вот этого большого интеграционного проекта в противовес тому, что, скажем, происходило последние 70 лет в Европе, и это некоторая выключенность из процессов глобализации и недостаточное участие латиноамериканских стран в соглашениях о свободе торговли с развитым миром. Мне кажется, это вот три ключевые причины, почему Латинская Америка все-таки немножко отстала от остального мира. И понятное дело, что и население там недовольно, и социальные институты недоразвиты, и неравенство в обществе высокое. И, в общем, в принципе, если вот какую-то общую формулу выводить, наверное, вот этим можно объяснить то, почему разные страны Латинской Америки по разным причинам сегодня так активно бузят. Ну а теперь давайте вот просто посмотрим, что у кого там происходит. И первое, о чем я хотел поговорить, это, конечно, вот эти вот страны с острым левацким уклоном, которые были иконами мировых коммунистов в последние 10-15 лет и образовали то, что там многие в мире называли так называемой розовой волной, вот неким ренессансом социализма в Латинской Америке. Там мы-то думали с крахом Советского Союза, что развитой социализм приказал нам всем долго жить, но вот он проклюнулся опять. Я думаю, что это, к сожалению, не последний такой опыт. Эти эксперименты мы в мире еще, наверное, увидим. Но вот очень яркий эксперимент в Латинской Америке, который, на мой взгляд, заканчивается полным крахом. То есть несколько стран очевидных совершенно. Это Венесуэла, где пришел к власти на стыке тысячелетий Уго Чавес, и вот уже там 20 лет Чавес умер, но сейчас правит его преемник Николас Мадуро. Вот эта вот политика
чавесизма, мадуризма, она развернула Венесуэлу в совершенно другом направлении, в направлении, по которому, в принципе, шел в свое время социалистический блок и потерпел крах. Потом в 2006 году в Боливии был как раз избран вот тот самый президент Эво Моралес, которого недавно выгнали. Они очень с Чавесом любили друг друга, обнимались там и обнимались с Путиным. И вот все говорили, вот она новая заря латиноамериканского социализма, который вот мы сейчас покажем вам, значит, стряхнем все эти ваши неолиберальные предрассудки, всякие эти капиталистические эксплуататорские штучки и покажем вам, как справедливое общество наконец должно быть устроено. А потом к этому присоединился Эквадор, где к власти пришел Рафаэль Корреа. И тоже нечто похожее начал делать, вот, развивать такие перераспределительные социалистические институты. Ну вот 10 лет назад там вот это все жужжало, значит, из каждого утюга, да, что вот видите, ваш капитализм обанкротился, все эти неолиберальные идеи потерпела крах, а мы сейчас здесь вот вам построим настоящий развитой социализм. Сейчас все это лопнуло как мыльный пузырь. Венесуэла просто в тяжелейшем системном кризисе, из которого нет выхода. Нам нужно кардинально менять политику. 4 миллиона беженцев просто застрелиться, да, и отсутствие вообще всяких перспектив у страны. Там просто люди заняты элементарным поиском, как я вот вам показывал одну из наших предыдущих передач. Там была одна из венесуэльских политиков, Изодора Губияга, которая представляет администрацию переходного президента Хуана Гуайдо. Вот она говорила, что там реальность ежедневная венесуэльцев — это выбрать, кому из детей они сегодня дадут еду, потому что всем детям не хватит. И на самом деле ничем не лучше была ситуация в Боливии, потому что, несмотря на все популистские обещания и такую реальную, очень левацкую социалистического плана политику, которую за 1,5 десятилетия проводил Эво Моралес, решить проблемы страны ему не удалось. Неравенство в Боливии, как было высокое, так и есть. Вот можете еще раз посмотреть этот график. Это график латиноамериканских стран в сравнении с развитыми по уровню неравенства доходов, отношения доходов самых богатых к самым бедным. Боливия одна из худших. Да? И в целом, конечно же, экономика Боливии развивалась, но в основном, вот как и у Венесуэлы, как и у Эквадора, развивалась она благодаря сырьевой ренте. То есть, скажем, Венесуэла — это крупный производитель нефти, Боливия — крупный производитель газа, Эквадор тоже страна, которая определенное количество нефти добывает, и это давало президенту Рафаэлю Корреа определенный ресурс для перераспределительной политики. Но вот что мы можем, какой мы можем сделать вывод из вот всех этих попыток построить развитой социализм уже в 21 веке, вот в этих 3 странах Латинской Америки, в Венесуэле, Боливии и Эквадоре. Первое, что все вот эти рецепты, которые у социалистов есть в кармане, типа регулирование бизнеса, регулирование цен, перераспределительные механизмы, национализация, это все не просто не работает, да, а это вот как вся эта нечистая сила из табакерки просто распугивает нормальных предпринимателей, распугивает инвесторов. В результате вот даже те отрасли, которые, казалось бы, вот она рента, вот у тебя природный ресурс, вот ты национализировал, там, добывай, да. Но вот давайте просто посмотрим на нескольких картинках, как это происходит. Вот Венесуэла один из крупнейших производителей нефти в мире. На самом деле страна с крупнейшими мировыми разведанными запасами нефти. И вот что мы видим. Вот этот график, который сравнивает Венесуэлу с Бразилией за последние 20 лет. Вот как только пришел Чавес к власти, в Венесуэле добыча нефти начала резко падать, и сейчас упала там почти втрое по сравнению с уровнем, где она была в 1999 году. В Бразилии при этом она выросла в 2 раза, добыча нефти, и обогнала Венесуэлу, при том, что Бразилия проводила политику открытости для международных инвесторов, никакой национализации, гарантий прав компаний, которые приходят, инвестируют и что-то там добывают, и страна от этого получила. Страна получила гораздо больше от того, что пришли международные корпорации, пришли иностранные инвестиции, удвоили добычу. И вся Бразилия, в общем, имеет от этого серьезные результаты и серьезные доходы. Чавес все национализировал, иностранцев выгонял, вводил регулирование, государственный контроль, добыча рухнула. Обнимашки с диктаторами.
другая история с Венесуэлой и природной рентой, и природный газ. Венесуэла располагает первыми в Латинской Америке и шестыми по величине в мире запасами природного газа. Ну, такой вот второй «Газпром», там, добывай не хочу, да. Что вы думаете, да? Венесуэла при этом является нетtoимпортером природного газа. Вообще его не экспортирует, не поставляет на международный рынок. Она покупает недостающую часть для внутреннего рынка из Колумбии. То, что ей не хватает. Не может собственной добычей покрыть собственное потребление. Вот сейчас вы увидите картинку, где Венесуэла сравнивается со своим соседом. Небольшая страна Тринидад и Тобаго, который является одним из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа на мировой рынок. Кстати, опережает Россию в этом вопросе. Маленький Тринидад и Тобаго. Вот он там через небольшой пролив находится от Венесуэлы. И у него относительно крошечные запасы газа. Ну вот вы видите на графике, да, что Тринидад и Тобаго поставляет огромное количество сжиженного газа на мировые рынки, а Венесуэла поставляет 0. Почему? Потому что Тринидад и Тобаго открыт для международных инвестиций и для международных нефтегазовых компаний. А в Венесуэле все должно быть народное, как они говорят, там «El petróleo es nuestro», нефть наша. То есть, в общем, это такой лозунг, к сожалению, который доминировал последние несколько десятков лет над Латинской Америкой. Но мы еще подробнее об этом поговорим. Везде национализация нефтегазового сектора обернулась крахом, падением добычи, уходом инвесторов. И, кстати говоря, Боливия Эво Моралеса тоже не исключение. Он как пришел, прям сразу начал вот с национализации газовой отрасли, с репрессий против международных инвесторов. И у него некоторое время по инерции добычи природного газа, это основной природный ресурс Боливии, который она экспортирует, она продолжала идти вверх. Но в итоге последние несколько лет все-таки начала падать неуклонно. Боливия теряет основной свой экспортный ресурс, что является таким неизбежным, неотъемлемым следствием вот этой вот политики национализации. Ну и там, если говорить о третьем игроке в этом трио в Эквадоре, там примерно похожая ситуация, там и добыча падает. Но и, собственно говоря, в целом, понимаете, вот на чем была построена вот эта левацкая неосоциалистическая модель в Венесуэле, Боливии и Эквадоре. На чем? На том, что всему населению дать возможность заработать? Да нет. На совершенно примитивном, наитупейшем перераспределении природной ренты. И вот то, что как только мировые цены на нефть в 2014 году рухнули на этот ресурс, все эти страны потекли, все эти, значит, чемпионы мирового социализма 21 века превратились в тыкву. Ребятки, это не случайно. Это вот ровно то, о чем я вам говорил, что, к сожалению, что правые режимы, что левые режимы в Латинской Америке, вместо того, чтобы развивать общество возможностей, интегрироваться с соседями, они, в общем, делали ставку на... Просто тупо одни перераспределяли ренту там себе, а другие то же самое, эту же ренту перераспределяли там, ну, значит, там, бедному населению. Хорошо, но рента когда-то заканчивается. Там вдруг выясняется, что все эти пособия, субсидии, социальные гарантии, которые вы поназначали, когда у страны было много денег, денег стало меньше, их нечем платить. А страна не развивается, потому что вы все зарегулировали. И всем, кто имеет предпринимательскую жилку, инициативу, кто хочет инвестировать, всем поставили барьеры. Всех их рассматриваете как диких, значит, капиталистических эксплуататоров и ворюк. Ну, так нельзя в современном мире. Мне кажется, что вот этот очень такой впечатляющий крах латиноамериканских неосоциалистических проектов, я думаю, что он, надеюсь, что он всколыхнет в мире волну дискуссий на эту тему, потому что, ну, как бы довольно быстро все это обанкротилось, раньше даже, чем я думал. Но давайте сейчас поговорим о странах, которые выбрали в последние годы такой, скорее, правый поворот. Там тоже не все благополучно, и вот сейчас объясню почему. Ну, прежде всего, речь, конечно, об Аргентине и Чили. И вот Чили, как мы знаем, столкнулась сейчас вот этими бурными последними протестами. Это, кстати говоря, далеко не первые протесты, хотя они крупнейшие за 30 лет с момента возврата Чили к демократии. Но при этом же президенте Себастьяне Пиньере, который уже был у власти там 10 лет назад, при нем же случились первые вот такие относительно массовые протесты, студенческие протесты 2011 года, которые, конечно, не доросли до таких погромов, как сегодня, но уже показывали недовольство Пиньерой.
Пиньера, надо сказать, что это первый политик правого толка, избранный президентом Чили на подлинно демократических выборах там больше, чем за полвека. И впервые с момента ухода от диктатуры Пиночета. И, конечно, его многие воспринимают наследником вот этой пиночетовской модели, которая значительной частью чилийского общества очень сильно отторгается. И, на мой взгляд, это не очень справедливо, потому что Пиньера, в принципе, достаточно достойный политик. Он доказал это всей своей жизнью, карьерой и так далее. Да? Но, с другой стороны, это просто говорит о том, что вот над чилийским обществом висит вот этот такой навес боли и недоверия, оставшийся от пиночетовского режима. Я хотел в этой связи немножко подробнее о Пиночете поговорить. Дело в том, что у нас в России и в таких, то, что называется, там, кругах прогрессивной общественности, да, у нас, к сожалению, очень распространено такое представление, что Пиночет, да, он был жестокий, он был диктатор, но, может быть, так и надо, говорят люди, потому что он все-таки двинул Чили по пути каких-то очень серьезных реформ и обеспечил стране там лучшую жизнь. Да. Ну, знаете, это очень, во-первых, сомнительное утверждение, потому что, ну вот если посмотреть просто даже на динамику ВВП Чили за последнее десятилетие, ну вот вы сейчас ее увидите на экране, она вообще ничем не отличается от динамики экономики Латинской Америки в целом. Примерно такая же, как и средняя температура по больнице. Да? Много где похожие модернизации делались, но без вот этого вот всего и без концлагерей, тюрем, убийств и постановки кого-то к стенке. Да? И кроме этого, вы знаете, вот очень трудно называть политику Пиночета успешной, экономическую политику, потому что многие, я когда разговариваю об этом, мне говорят, вот надо как Пиночет всех леваков посадить, быстро сделать реформы там, по либеральным рецептам и так далее. Я говорю, а вы слышали вообще про такую штуку, как кризис 1982 года в Чили? Все таки нет, первый раз слышим. Ну так вот, это был такой первый масштабный звоночек, когда, по сути дела, вот спустя 9 лет после прихода Пиночета к власти, его политика во многом потерпела крах. Там ВВП упал больше, чем на 14%. Вот, западные газеты пестрели вот такими вот заголовками, что Чили все. И, кстати говоря, то, что через 6 лет Пиночет проиграл референдум о продлении своих полномочий в 1988 году, это вот как бы напрямую было связано с последствием этого кризиса. Что-то похожее на Путина, надломалось. Да? То есть диктатор взял на себя, сказал, я там железной рукой, но я вот вам построю счастье и так далее. Да? Оказывается, ни хрена счастья никакого нет. Кризис точно такой же, значит, как и везде. Почему? Потому что ну, точно так же они делали ориентацию на работу вот этих экстрактивных рентных институтов, вместо того, чтобы действительно создавать широкое общество возможностей. Поэтому Чили действительно тоже один из чемпионов, к сожалению, по неравенству, что является главной причиной нынешних протестов. В целом, вот давайте два слова я скажу о вот этих всех правых латиноамериканских диктатурах второй половины прошлого века. То есть вот ни одну из них, ни Пиночета, ни Хорхе Виделу в Аргентине, ни там, бразильскую хунту, вот ни одну из них реально успешной назвать нельзя. По большому счету, все то, что эти страны сейчас функционируют как такими относительно развитые экономики, лучше многих в третьем мире, это в основном результаты их участия в глобализации в последние 30-40 лет, резкого роста участия в международной торговле и модернизации, которая проводилась уже после того, как все эти диктатуры пали. Сейчас мы два слова об этом еще скажем. Да? Ничего такого, никакого реального экономического чуда эти диктатуры не породили. Ни в Чили, ни в Аргентине, ни в Бразилии, ни в Парагвае. Зато за это пришлось заплатить очень серьезную цену. Был создан вот такой раскол в обществе, искусственный раскол. Вместо того, чтобы общество объединять, как вот посмотрите еще раз, как это происходит в Евросоюзе, в принципе, люди довольно разных экономических и политических идей, они все-таки признают, что наш единый проект, единое пространство, это вот некая ценность, которой мы все дорожим. Мы хотим, может, ее как-то по-своему изменить, но это некий общий дом, который вот мы должны все здесь любить друг друга, обнимемся. В Латинской Америке, к сожалению, получилось не так. Вот эти брутальные диктатуры создали в обществе очень серьезный разлом. И болезненный шрам, который не заживает и до сих пор болит. Поэтому вот происходит так, что вот
такому вполне нормальному, благообразному, современному политику, как чилийский президент Себастьян Пиньера, который, в общем-то, ничего не сделал. Там, по сути дела, поводом для вот этих масштабных протестов было повышение платы за проезд в транспорте общественном. Окей, хорошо, недовольны. Может, власть пошла на поводу у монополии. Я, честно говоря, не знаю, я подробно не смотрел это дело. Но согласитесь, что масштаб вот того, как все разгулялось, он, в общем, не соответствует поводу, да? То есть там явно стоит что-то еще. И вот к Пиньере всегда, еще вот во время вот этих протестов 11-13 годов, к Пиньере было вот это скептическое отношение, потому что он представляет партию «Национальное обновление», которая, по фактам чуть более сложная была история, но по факту поддержала Пиночета вот на том референдуме 1988 года, когда он искал продление своих полномочий и проиграл. Кстати, все, кто вам будет рассказывать, что авторитарные диктатуры никогда не уходят в результате выборов. Чили, Аргентина, Бразилия, Боливия, многие страны Латинской Америки вам покажут, что событие выборов или референдумов является крайне важным в демонтаже авторитарных диктатур. Не слушайте тех, кто говорит, что выборы не имеют значения, имеют. Вот этот плебисцит по поводу полномочий Пиночета 1988 года был исключительно важным, и он до сих пор является одним из наиболее ярких примеров в мире, когда через участие даже в нечестных и несправедливых выборах, диктатуру удалось переломить. И, кстати говоря, все вот это вот мощное общественное движение против диктатуры Пиночета в Чили, оно, конечно же, было взаимосвязано с процессами, которые происходили в коммунистическом блоке и в Восточной Европе, с вот этой большой волной либерализации и падением Берлинской стены, о котором мы с вами говорили. Конечно же, волна демократизации в Чили в конце 80-х была с этим связана. Так вот, Пиньера, его партия тогда в целом поддержала Пиночета. Когда Пиночета арестовали, уже после того, как в Чили вернулась демократия, его арестовали в Европе по требованию испанского судьи Бальтазара Гарсона. Пиньера очень громко против этого высказывался в защиту Пиночета. То есть, какой он не был нормальный и по каким причинам он бы этого не делал. Скажем, первый демократический канцлер ФРГ Конрад Аденауэр тоже очень сильно бился за освобождение нацистских преступников. Бился с союзниками западными. Он считал, что надо перевернуть страницу, никого не наказывать. То есть, там взгляды могут быть разные, но вот все-таки у Пиньера есть такая аура человека оттуда. Из той вот пиночетовщины, которую значительная часть чилийского общества, возможно, преобладающая, не любит и считает вот это неравенство и дефицит возможностей все-таки наследием той системы, которую Пиночет создал. Таким образом, вот эти вот правые диктаторские эксперименты в Латинской Америке, они, к счастью, не привели, к серьезной модернизации не привели, но создали в обществе разлом, перекос и избыточное, наверное, неприятие к какой-то правоцентристской политике, к политике либерализации, создания свободы для капитала, для инвесторов. Вот это все имеет серьезный элемент недоверия. И виноват в этом Пиночет. Виноваты вот в этом все латиноамериканские диктатуры прошлого. Обнимашки с диктаторами. Другая история — Аргентина. Там несколько лет назад случилось невероятное. Впервые за очень-очень долгое время президентом в Аргентине избрали политика такого правоцентристского толка, не представляющего лагерь так называемых пиранистов, политических последователей известнейшего политика, у которого в Аргентине сформировался такой серьезный культ личности, примерно как у Сталина или Путина, это Хуан Перон, который был президентом Аргентины в 40-е, 50-е и потом еще раз в 70-е годы прошлого века. Это человек с невероятным культом личности в стране, и он сформировал такой целый политический клан, который, в общем, его задача удерживаться любой ценой у власти за счет всевозможных форм популизма всех мастей, я не знаю, опять же, госрегулирования, субсидий, какой-то еще другой чертовщины. Известный, кстати, в книжке Аджемоглу и Робинсона, на которую я ссылался, там про Аргентину отдельный блок, и они цитируют известного экономиста, нобелевского лауреата Саймона Кузнеца, который, в общем, он еще Японию упоминал, но это не важно в данном контексте. Он говорит, что в мире есть три типа стран: развитые, развивающиеся и Аргентина, которые живут по каким-то своим законам, изобретенным вот этими пиранистами, которые ради
культа личности и сохранения вот своего клана у власти, они что только не придумывали, чтобы со страной делать. Заводили ее в тяжелейшие кризисы, непрекращающиеся. И, собственно, вроде вот казалось, что этот порочный круг недавно удалось разорвать. И в Аргентине несколько лет назад пришел к власти политик, который провел очень серьезную модернизацию за несколько лет. Политик правоцентристского толка Маурисио Макри, который поменял внешнюю политику Аргентины и разорвал вот эту вот ориентацию на обнимашки с Путиным, которые очень ярко проявлялись в момент, когда предыдущим президентом Аргентины была Кристина Киршнер, как раз последовательница вот этих пиранистов, которая как раз с Путиным очень любила обниматься. И вот вы сейчас видите фотку, как Путин Кристине специально играет на гармошке. Макри тотально поменял политику пиранистов. И, в общем, начал разворачивать Аргентину в сторону общества возможностей, в сторону нормальной экономической либерализации, создания благоприятных условий для предпринимательства и отмены всяких протекционистских мер, ненужных субсидий и так далее. Да? Но, к сожалению, вот он сейчас в октябре проиграл на демократических выборах. Ему не удалось удержать власть, потому что экономические проблемы, если в двух словах, экономические проблемы Аргентины, они гораздо серьезнее, чем там кто-то даже мог подумать. И, ну, в принципе, не удалось ему эту машинку с первого раза завести, хотя довольно много удалось сделать, и даже удалось вернуть какое-то доверие кредиторов, которое было потеряно, формально закончить аргентинский дефолт, который начался в начале 2000-х годов. У них не были урегулированы отношения с международными кредиторами. Маурисио Макри очень много удалось сделать, но вот, к сожалению, и здесь он на самом деле здорово себя проявил. Он проиграл выборы, но он, вот, в отличие от пиранистов, никак не стал цепляться за власть. Произнес такую очень душераздирающую речь, когда уходил. Сказал, что мы разорвали вот этот порочный круг культа личности, который давлел над аргентинской политикой, мессианского культа личности пиранистов, который давлел над аргентинской политикой много лет. И действительно, вот при Макри, на мой взгляд, Аргентина совершила один из очень серьезных таких, может, не супер больших, но важных модернизационных рывков в истории Латинской Америки. Вот я, собственно, о таких рывках хотел поговорить чуть подробнее. Вообще, вы знаете, у нас очень много принято говорить о Латинской Америке как действительно какой-то такой периферии, деревне, задворках мира. Ну, там все бедные, там все время что-то такое вот происходит и так далее. Я в свое время был поражен тем, когда приехал в Бразилию в нулевые годы и увидел, насколько это достаточно развитая страна. Даже во многом по сравнению с Россией. В плане развития инфраструктуры, в плане возможностей для предпринимательства и так далее. То есть у меня было совсем другое представление. Я действительно думал, что это какая-то отсталая периферия. Но это вот были нулевые годы. Бразилия с тех пор еще очень сильно продвинулась. И, ну, конечно, мы вот в нашей передаче о Латинской Америке, ну, не могли не вернуться к этому слону в комнате. Бразилия — это все-таки крупнейший игрок на континенте. Такие Соединенные Штаты Латинской Америки, да, самая влиятельная серьезная страна. И надо сказать, что вот здесь как раз, если мы будем искать в Латинской Америке примеры успешных попыток модернизации, на мой взгляд, конечно, один из самых таких серьезных образцов этого — это политика президента Фернандо Энрике Кардоза, который правил в Бразилии с 1995 по 2002 годы. Ему там не во всем везло со внешней конъюнктурой, и уходил в 2002 году он тоже на минорной ноте. Тогда вот был очередной там кризис на сырьевых рынках и так далее. Да? Но, тем не менее, вот по сути основой современной бразильской государственности, инфраструктурного развития и в целом развития экономики и общества, конечно, президент Кардоза заложил. Его очень многие в мире считают одним из образцов того, как можно вот путем такой здоровой, как мы с вами часто говорим, центристской политики, которая дает и рынкам работать, снимает для них барьеры, но при этом обеспечивает достаточные социальные гарантии, как можно очень серьезно двинуть страны вперед. Из довольно отсталого периферийного состояния в состояние страны, которая, в принципе, входит в клуб таких достаточно заметных мировых держав. Я бы сказал, что Бразилия
совершила очень серьезный модернизационный рывок в последние несколько десятилетий. И когда Кардозо ушел в 2002 году, как раз вот после него был избран президентом Лула да Сильва, которого сейчас пытались сажать в тюрьму, и вот недавно выпустили, который вот воцарил правление политиков левого толка, там примерно на 14 лет, включая его преемницу и бывшую главу его администрации Дилму Русефф, которая после Лулы стала президентом Бразилии и потом была отправлена в импичмент, там был экономический кризис, там была куча коррупционных скандалов и так далее. Но здесь вот надо сказать несколько очень важных вещей. Во-первых, и на мой взгляд, прежде всего в этом заслуга президента Фернандо Энрике Кардозо, в том, что он смог заложить такие основы бразильской государственности, что даже несмотря вот на эту всю левацкую политику, Луле да Сильве и Дилме Русефф не удалось Бразилию развернуть в такой вот какой-то совсем уж адский, глубокий левацкий социалистический поворот, как это делал Чавес, Мадуро, Моралес или Корреа. И это здорово. То есть Кардозо создал некие стандарты центристской политики, которые, в принципе, даже политикам левого толка за 14 лет у власти да Сильве и Русефф не удалось развернуть. То есть вот это очень важно, когда вот мы даже говорим о возможных преобразованиях в России, это очень важно понимать, что, конечно, будут опять откаты, синусоиды и там откаты не в коррупционном смысле, а в смысле откатов назад, в смысле том, что за любыми реформами будет следовать попытка реставрации, как мы это видели в последние 20 лет. Но очень важно задать некие основы, которые уже невозможно просто так разрушить. И даже вот если политика будет меняться, но будет некий новый стандарт государственности, открытости, возможностей и социальных гарантий, возможности для работы бизнеса, которые не удастся разрушить там любому новому правительству. Вот в этом заслуга любого человека, который можно считать успешным реформатором. И в этом смысле, хотя вот чисто экономический рекорд по цифрам у президента Кардозо, ну, наверное, может, не самый блестящий, но его справедливо считают человеком, который заложил основы современной Бразилии, который стал, в принципе, одним из международных лидеров. И это очень здорово, но надо сказать, что все-таки определенный негатив вот в этом левом повороте, который случился в Бразилии при да Сильве, он, конечно, есть. Во-первых, вот не случилось бы такого радикального сдвига влево и к вот этой новой попытке строительства развитого социализма там в Венесуэле, в Боливии, в Эквадоре, если бы за этим не стояли власти Бразилии, крупнейшей страны на латиноамериканском континенте, которые к этому там высказывали бы явные симпатии. Лула да Сильва очень сильно любил Чавеса и всегда его защищал и говорил, что там все классно происходит и так далее. У себя в Бразилии он такой чавесизм, марксизм устроить не смог. Ну, просто страна сильная, институты там продвинулись, и ему этого сделать не дали. Но я думаю, что если бы в Бразилии были у власти люди более центристского толка, а не вот настолько откровенных левых взглядов, как Лула да Сильва, то вот эта вся вот история с радикальными формами социализма, она вот так вот по Латинской Америке не расползлась бы. И вообще, если коротко говорить, то, на мой взгляд, конечно же, выходом для этого региона был бы все-таки какой-то сдвиг в центр. Появление мощной, здоровой, центристской альтернативы. Кстати говоря, вот на последних выборах в Бразилии центристы, в общем, были. Кандидаты центристам были, я не буду их перечислять, но, знаете, это все как-то было вот там не секси, да, если хотите. То есть вот они как-то не зажигали избирателей, были немножко скучными, бюрократическими там. Конечно, нам нужны другого плана политики-центристы для того, чтобы общество зажечь и куда-то его сдвинуть. Ну вот примерно из такого ряда, как вы сейчас видите на экране. Вот это одна из проблем Латинской Америки, в том, что вот этого здорового центризма там не хватает. И еще одна проблема Бразилии при Луле да Сильве и его преемнице Дилме Русефф в том, что все-таки, конечно же, они так или иначе сдвинулись вот в эту сторону. Они начали раздавать слишком много субсидий, начали там устанавливать социальные гарантии чуть в большем объеме, чем бразильская экономика могла поднять. И это привело к тяжелейшему экономическому кризису,
который начался в 2015 году и, собственно, способствовал массовым протестам в Бразилии, отставке президента Русефф и вот тому нестабильному состоянию, в котором Бразилия находится сегодня. В общем, крупнейший кризис за долгое время. Конечно же, он был связан ровно с тем же, за что я вот чуть раньше поругивал социалистов-леваков в Венесуэле, Эквадоре или Боливии. Они слишком сделали ставку на перераспределение вот этой ренты, которая на них свалилась, экспортной ренты, не только от нефти, но там от экспорта руды, от экспорта сои и другой сельхозпродукции, прежде всего в Китай. То есть Бразилия при Луле да Сильве очень сильно, в общем, себя поставила в зависимость от экономической конъюнктуры Китая, по сути, стала его таким сырьевым придатком. Урок для России. Если вы думаете, что вы сможете как-то развиваться на том, что будете поставлять сырье в Китай, вот смотрите, например, Бразилии, потому что их экономический кризис 2015 и последующих лет напрямую связан с тем, что они сделали слишком высокую ставку на экономический рост Китая. Рост в Китае замедлился. Спрос на товары, которые Бразилия экспортировала в Китай, замедлился. Ренты стало меньше, субсидий стало платить нечем. Вся эта социал-демократическая модель Лулы да Сильвы обанкротилась. Вот еще раз, нужно создавать общество возможностей, а не общество перераспределения ренты. Нужны инклюзивные институты, а не экстрактивные. Мы возвращаемся опять к книжке Аджемоглу и Робинсона, которую я не устану рекламировать. И сейчас Бразилия, на самом деле, она вот сейчас тише выглядит по плане протестов там, на фоне Чили или Боливии, да? Но, на мой взгляд, это такой спящий вулкан, потому что там пришел к власти вот политик-популист Жаир Больсонару, латиноамериканский Трамп, человек, на самом деле, как гораздо более несдержанный на язык и вообще, ну, на мой взгляд, вот такого девиантного типа, который, в принципе, не подходит современной политике. Ну, то есть он, например, открыто говорит, это его цитаты, да, что он очень позитивно относится к бразильской военной хунте и говорит, что их ошибка была то, что они только пытали людей, а надо было 30 тысяч убить. И тогда вот этих всех леваков, значит, мы бы простроили, и у нас здесь был бы такой замечательный либертарианский рай, да. И в целом он там ужасно совершенно отзывается о там, темнокожем населении, о правах женщин, там, сексуальных меньшинств и все такое прочее. Да. Ну, в общем, про Больсонара можно много чего говорить. Он сейчас затеял при этом такой довольно масштабный пакет серьезных экономических реформ, там, в том числе упрощение, снижение налогов для бизнеса, кстати говоря, пенсионная реформа. Да. Многие из этих реформ, они не лишены смысла и даже выглядят неплохо. Хотя одна из вещей, которую, конечно, хочется очень остро покритиковать, это вот их пренебрежение вот этих ультраправых латиноамериканских и президента Больсонара к окружающей среде, наплевательское отношение к лесам Амазонки и к другим элементам природы. То есть они считают вот как бы ресурсом для того, чтобы бизнес, значит, мог его добыть, куда-то там продать и вот получить деньги и все, да. Не очень отдавая себе отчет в том, что благоприятная окружающая среда – это, в принципе, часто там, более серьезная ценность в современном мире, чем деньги. Вот Трамп же не хочет разрешать бурение нефтегазовых скважин вот прямо у берега, у своих ресортов там, и казино во Флориде. Нет, вот республиканцы, они говорят, мы типа там, все эти экологи зеленые, это все левацкая чушь. Надо везде бурить, но только не там, где мы живем. И не там, где у нас поместье, там и дорогая недвижимость и так далее. Да? Вот Больсонару и его последователи, они, к сожалению, тоже из этого лагеря, но ряд их реформ, например, в налоговой сфере, и на рынке труда и ряд других вещей, они выглядят довольно неплохо. То есть это, в принципе, то, что Бразилии было бы нужно. Теперь вопрос о том, мы возвращаемся к истории с латиноамериканскими диктатурами, а как это делается? А делается это просто с адским пренебрежением вообще к интересам общества, с таким элементом продавливания, еще и с вот этими наплевательскими комментариями и созданием образа врага, примерно так же, как делает Трамп в Америке. Ну, естественно, вот та часть общества, где доминируют более левые идеи, она, конечно, на это возбуждается, она этот образ врага охотно принимает. И вот тот раскол
между ультраправой частью общества и ультралевой частью общества, которую мы видим в тех же Соединенных Штатах, он в Бразилии, на мой взгляд, в ближайшие годы, благодаря особо эксцентричной вот личности Больсонару, он приобретет гораздо более серьезные масштабы. То есть пока ему, вот он там чуть больше года назад выиграл выборы в Бразилии, и ему население дает какой-то кредит, хотя рейтинги его падают, да, а все-таки ждут от него, что он улучшит экономику. Но я думаю, что если он даже и улучшит, он будет делать, вот, скорее всего, такими методами, которые приведут вот к взрыву в обществе. Наверное, возможно, даже хуже того, как мы наблюдаем в Чили, потому что протесты в Бразилии последних лет показывали, что эта страна, она так вот способна себя встряхнуть, да, и вот, то есть я бы рекомендовал смотреть сюда, что есть еще один спящий тигр, который проснется и, к сожалению, бурлить Латинская Америка не перестанет. Но Бразилия это не единственный пример все-таки каких-то не безуспешных попыток модернизации, о которых я хотел сказать. Конечно, надо упомянуть и бывшего президента Колумбии Альваро Урибе, который, вот, Колумбия, у нас всегда было представление, что это там наркотики, какая-то война с партизанами в лесах, и туда нельзя ездить, потому что там сразу ограбят. Да? А президент Альваро Урибе провел там очень серьезное преобразование, которое, в общем, сделали Колумбию такой достаточно пригодной в целом для жизни страной. И можно в богату приехать и по улицам пройти, что тебя не убьют. И экономика очень сильно рванула. Как я уже говорил в начале, вот мы возвращаемся к этой теме, Колумбия по объему валового внутреннего продукта как раз крупнее Чили. Вот этой пресловутой Чили, который считается чуть ли не главным экономическим чудом на южноамериканском континенте, якобы благодаря Пиночету. То есть таких примеров политиков-модернизаторов на латиноамериканском континенте найти можно достаточно много. И последний в этом смысле, о ком я хотел сказать, это мой любимчик, хотя и человек, конечно, довольно противоречивый, но тем не менее очень много сделавший. Это бывший президент Мексики Висенте Фокс. Обнимашки с диктаторами. Висенте Фокс это просто шикарнейший типаж сам по себе. Ну, чего там говорить, давайте вы просто посмотрите буквально там пару минут его выступления, где он критикует президента Дональда Трампа. Он является один из самых ярых критиков Дональда Трампа на международной арене. Я просто подпишусь и под фразеологией, которую он использует. Crazy, stupid. Вот посмотрите. Stop lying, Trump. Absolutely stupid what he's saying. Drugs are coming across the southern border and coming all over. That's why we will have the war. No relationship between one thing and the other, between opioids and the border and migration. No relationship at all. We do have a problem with opioids that can be solved through educating, can be solved through the health system of the nation, through public policies, and that should be attended. I'm working on marijuana right now, and it's incredible that new world that is coming out once we took away this beautiful plant from the criminals, from the wrong users of this product, and put it in hands of businessmen and farmers. It's a totally different product that are coming in, totally different support for people's health. It's incredible how you can change. So the opioids, that's what is needed. The wrong thing about Trump is he's authoritarian. Whatever he occurs that morning, he tweets, and then he tries to make that tweet happen, and then he gets trapped on his own arguments. It's incredible how he lies, how hypocrite he is. Висенте Фокс был избран президентом Мексики в 2000 году и прервал более чем 70-летний период однопартийного доминирования так называемой институциональной революционной партии. Ну вот была и, кстати, есть до сих пор в Мексике такая вот своя Единая Россия, своя КПСС, которая была руководящей и направляющей, и говорила, что только она может, значит, только вот она, вот больше никто. Да? Мы знаем, как это бывает. Ну, естественно, это привело вот к полному, значит, краху в определенный момент. И Мексика начала из этого быстро выбираться. Естественно, одним из результатов было то, что все-таки пришла к власти оппозиция, и в частности Висенте Фокс, который там в Мексике, у них нет возможности там быть больше одного срока президентом, но у них 6-летние сроки. Вот он был в начале нулевых, 6 лет работал президентом и, конечно же, задал очень серьезный стандарт преобразования и реформ.
я тогда просто в правительстве российском работал, и мы, конечно, все очень сильно обсуждали Мексику, потому что она во многом где-то похожа на Россию, и рецепты, которые можно было использовать, они были похожие. Но мало того, что Висенте Фокс довольно много сделал для своей страны, для того, чтобы двинуть Мексику вперед, но он еще как раз был большим энтузиастом вот этой идеи, о которой я говорил в самом начале. Создать единое общее экономическое пространство в Латинской Америке, так называемую Free Trade Area of the Americas, территорию свободной торговли на всем американском континенте, исключая Кубу, потому что Висенте Фокс был большим противником тоталитарного кубинского режима. Я думаю, мы о Кубе сделаем отдельную передачу, она этого заслуживает. Но, еще раз, эта идея, к сожалению, никуда не двинулась. Хотя Висенте Фокс довольно много потратил времени на то, чтобы ее создать. Вот, на мой взгляд, он является одним из тех людей, который понимал важность вот этого большого интеграционного проекта, создания некого единого политико-экономического пространства на территории Латинской Америки для того, чтобы двинуть ее вперед и вырвать из лап вот этой периферии и вечного передела ренты, где она, к сожалению, много десятилетий уже находится. Вообще, вот если подводить итог, Латинскую Америку, конечно, продолжит колбасить, потому что для этого вот есть серьезные фундаментальные причины, о которых я назвал, но всегда есть надежда. Есть такие политики, как Энрике Кардозо, как Альваро Урибе, как Висенте Фокс, как Маурисио Макри, вот только что недавно ушедший с своего поста президент Аргентины. Наличие таких политиков, оно дает надежду. Она говорит о том, что Латинская Америка это не просто вот сборище каких-то популистов, либо ультраправых, которые тянут все это либо, значит, в обанкротившийся развитой социализм, либо в очередную какую-то военную хунту, которая игнорирует мнение всей остальной страны. Там есть примеры здоровых политиков-центристов, которые двигали свои страны вперед. Все-таки Латинская Америка многое преодолела и многого добилась в последние несколько десятилетий. К сожалению, как мы видим по всем бунтам и нестабильности последних месяцев, недостаточно. Но я все-таки верю в латиноамериканцев, в то, что у них есть будущее. Мы говорили с вами об Аргентине и о культе личности Хуана Перона. Я думаю, что вы слышали, да, про его известную супругу и в прошлом первую леди Аргентины в конце 40-х, начале 50-х годов, знаменитую Эвиту Перон, которая тоже, вот она была очень харизматичная девушка вместе со своим харизматичным мужем в военном мундире. Они, конечно, надолго задали Аргентине вот этот культ личности, который связал по рукам и ногам ее экономическое развитие. Как мы знаем из нашей всей истории с Путиным, культ личности это вообще плохо, гораздо лучше сменяемость власти. Но я, конечно, завершая эту программу, не могу не поставить вам Эвиту в исполнении Мадонны из рок-оперы Эндрю Ллойда Вебера «Don't Cry for Me, Argentina». Я уверен в итоге, что в Латинской Америке все будет хорошо. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» Владимира Милова. Подписывайтесь на мой канал, обязательно донатьте нам на продакшн и смотрите наши следующие выпуски. Обещаю, что будет интересно. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay on my life down at here, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all.
expected it to. Обнимашки с диктаторами.